Друзья, привет всем, кто изучает русский язык. С вами снова Андрей с новым рассказом. Сегодня я прочитаю вам историю про то, как язык, находящийся под угрозой исчезновения, неожиданно обрел вторую жизнь. Итак, поехали. ЮНЕСКО уже официально относит калмыцкий язык к числу исчезающих. Калмыки – народ небольшой, а носителей языка осталось еще меньше. Хотя многие жители Калмыкии заявляют, что владеют родным языком, специалисты считают, что реально общаться на нем могут только 10-20% калмыков. В основном люди пожилого возраста, а молодежь до 30 лет языка практически не знает. Оригинальная калмыцкая письменность была создана в 17 веке калмыцким буддийским монахом по имени Зая Пандита. Калмыцкий язык относится к монгольской группе языков, а если брать шире, то к алтайской языковой семье. У него есть своя история и свои особенности. В одном калмыцком слове могут подряд идти 7 и более согласных. В отличие от русского языка, где в словах имеются приставка, корень, суффикс и окончание, в калмыцком только корень и суффикс. Порядок слов в калмыцкой речи фиксируемый. Последнее место занимает сказуемое, а на первом – подлежащее. Любопытный факт. Фразы на калмыцком языке звучат в «Звездных войнах». На исчезающем земном языке в киноэпопее говорят инопланетяне-эвоки. Робот Си-3PO также произносит калмыцкие слова в сцене, где он разговаривает на эвокском. Это лингвистическое открытие стало поводом для бурного обсуждения в интернете. Один из зрителей, владеющий калмыцким языком, написал: «Когда я впервые посмотрел «Звездные войны» эпизод 6, то обратил внимание на язык смешных мишек-эвоков, лесного народца с безымянной планеты. Вроде смешные и безобидные, тем не менее эвоки достаточно грозны и решительны в гневе. Так вот, интонации показались мне знакомые, но качество видеокассеты могло желать лучшего. Поэтому внимания я на то, что говорили эвоки, особо не обратил. Но когда я пересмотрел этот фильм в лучшем качестве, меня как обухом по голове ударило, потому что отчетливо была слышна фраза на калмыцком «Ю келхмб». Что будем говорить? Этот отрывок звукового ряда я обработал на компьютере, и действительно, то, что говорят эвоки, не что иное, как нарезка из калмыцкой речи. Многие слова обрезаны и выставлены так, что узнать их сложно. Но некоторые словосочетания весьма отчетливы. Открытие блогера
вызвало ажиотаж в сети. Зрители легко вычленили в фильме еще несколько фраз. Манахана, Хазар, Ямаран, Сехан. Я не знаю, что сейчас делать. Йов-йов, иди. Зохча, постой, остановись, осторожней. Позже версия блогера подтвердилась, когда обнаружилось, что в американской Википедии излагается история создания эвокского языка. Звукорежиссер фильма Бен Берт услышал калмыцкую речь в документальном фильме про калмыков, проживающих в Китае. Калмыцкая речь настолько поразила режиссера своим необычным, странным звучанием для европейского уха, ну и плюс, наверное, он посчитал язык малораспространенным, что решил в своем фильме наделить им инопланетян. У себя в Америке Берт отыскал 80-летнюю эмигрантку-калмычку, которая наговорила ему сказок на калмыцком языке. Содержание сказок его не интересовало, только звучание. При работе над фильмом аудиозапись нарезали кусками произвольно, а отрывочные и невнятные фрагменты потом озвучили артисты. Кстати, говорят, что и победная песня эвоков – это калмыцкая народная песня, напетая той же калмычкой. Сохранение языка – общая проблема малых этносов. В случае с калмыками оказали влияние близость республики к Центральной России. Чтобы не отстать от прогресса, калмыкам требовалось образование и умение говорить по-русски. И сейчас мы оказались перед фактом. На улицах калмыцкая речь почти не звучит. Как отмечают лингвисты, если ситуацию не исправить, скоро на калмыцком языке будут говорить только киношные инопланетяне, а народ забудет свою речь. Hey, point that thing someplace else. Hey! Han, don't. It'll be all right. Chewie, give him your crossbow. Oh, my head! Oh, my goodness. Ayun, puno daw to. Makanta. Trito, Dogra, Isoyoto, Amuno, Noka. Do you understand anything they're saying? Oh, yes, Master Luke. Remember that I am fluent in over 6 million forms of What are you telling them? Hello, I think. I could be mistaken. They're using a very primitive dialect, but I do believe they think I am some sort of god. Well, why don't you use your divine influence and get us out of this? I beg your pardon, General Solo, but that just wouldn't be proper. Proper? It's against my programming to impersonate a deity. Вот такая удивительная история, друзья. Буду рад вашим комментариям, лайкам и подпискам. А у меня на сегодня все.
Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока.